чуть-чуть сюда разверну. Только более развернутый сделаю. Давайте я вам просто совет дам. Да. Сразу рисовать, стараться контур. Ну вот, допустим, вот этот хотите здесь нарисовать? Ну, вот, развернутый более. Сюда на себя. на себя. Да, чуть-чуть. Ну, смотрите. Ну вот сразу рисуете тогда вот так. Вот так вот основной вот контур жестко раз. И тут уже вот это вот больше развернем. Тут сердцевинка. Всегда нужно помнить место. Оно такое неопределенное у пионов. Не какая-то точка, но вот место, откуда распускаются вот эти лепестки. Примерно. Просто иметь в виду. И иметь в виду ось цветка, где он примерно представлять. Потом, но это уже больше когда кистью будем работать, чтобы потом в эту точку сводить лепестки. Они ведь оттуда мы лепестки рисуем от края лепестка и вовнутрь вот этими кистями. Так, и они будут сходиться. Ее видно не будет, она будет за лепестками, но ее нужно иметь в виду в каждом цветке, куда бы он ни был повернут. Ну, то есть, вот смотрите, для рисунка, для наброска не таким вот облаком сначала рисовать. Желательно рисовать, тут же точность нам не нужна, нам очень примерно нужно. Раз, контур какой-то, и он у вас в голове уже сложился. Вот я не знаю, как это объяснить, но вот он набросал, и вы его как-то представили сами по себе. Вот, он представился, что вот здесь вот этот будет, тут вот этот большой вот лопух, вот этот лопух. Тут центр где-то у него вот здесь вот. И вот туда вот сходится вот наш и рисунок будет сходиться. Вот эти вот большие его основные вот эти листья. Вот эти. А тут уже вот мелочь какая-то будет. Мелочь даже обозначать не нужно. Вот нам нужно обозначить для чего? Чтобы потом фоном, чтобы цветок был яркий в живописи, нужно желательно оставить холст белым. Мы, кстати, его забыли смазать благополучно. Да. Ну ладно. Это просто нам немножко больше труднее будет набрасывать краску. Если бы он маслом был смазан, было бы немножко нам легче, быстрее работать. Неважно. Так вот, вернусь, контур нам нужен для того, чтобы потом нам цветок нужен яркий, и нам нужна белая подкладка. Если у нас мы начнем вот фон делать темный здесь, вот, то есть нам нужно ограничиться вот этими вот местами. Чтобы фоном зайти. Да, а сюда уже цветка, он тогда ярче будет. Если подкладка будет темная такая, то и, соответственно, трудно добиться будет чистоты цвета. Вот в чем дело. Так что контур важен. Быстрее, намного быстрее вот так вот делать вот эти вот края. Ну, то есть вот так. Примерно, очень примерно. Вот он повернут вниз. Мы помним его ось, вот такую повернутую. И вот. Набросал. Не знаю, как вы, я его уже увидел. Вот мне вот достаточно вот этого, чтобы понять, как он будет дальше в масле. Ну да, и вот что вот сюда вот потом темный цвет. Вот это контур, да. И не нужно вырисовывать, иногда очень хорошо случайные какие-то вот такие вот, просто тремор какой-то, рука вот так вот работает, вот так вот, что-то раз, вот и он, не знаю, вот можно так и оставить. Вот в эти контуры, в наш вот этот вот тремор такой, вот забить цветок, он будет хороший. Он немножко поправится, он будет вот такой вот растрепанный, взрослый, спелый цветок. Вот в чем. А вот так вот, как вы, от кружка это очень... Они все будут такие кругленькие, у вас как тарелочки. Рисуйте вот так вот от контура. Да. Пробуйте еще. Все достаточно. Вот он уже виден хорошо. Вот еще можно обозначить границу вот этих внутренностей. Вот отсюда идет. Вы вот этот рисовали, только согнули, правильно? И здесь вот смотрите, разграничить. Вот видите, это к свету, а вот это уже теневая. Здесь будут большие лепестки вот эти. Вот, а тут вот эта теплая сердцевинка. Ну не теплая, она какой у нас получится, тут розовый там какой-то. То есть вот такие вещи нужно разграничивать немножко. Чтобы вот видите, я здесь раз разграничил. Тут будет световая часть, тут вот теневое пойдет. И еще такой момент. Здесь у нас они одного размера, это не очень хорошо. Желательно варьировать, играть размерами. Да, чтобы они дальше меньше были. Не обязательно, чтобы именно дальше меньше. Это тоже, конечно. Они могут и вот здесь меньше, чтобы а здесь больше. Они не были одинаковыми массами. У нас будут, вот, допустим, два центральных, вот два основных. Вот эти как дополнительно. Они то меньше. Здесь что-то маленькое можно нарисовать. Не потому, что перспектива уменьшает, а именно вот, чтобы было разнообразие, вот регулярности, чтобы не было, понимаете, чтобы не было вот одинаковости. Это помнить нужно.
Хорошо. Смотрите, Наташа, вот вы рисуете их как бы отдельно, а они должны наплывать местами друг на друга, закрывать. Тут у нас получится фон, смотрите, фон пойдет здесь, фон между ними, ну то есть вот, то есть будет фон гулять как бы между цветами, будет разделять, так не должно быть. Они должны где-то вот накладываться, где-то раскладываться, где-то вот, то есть я имею в виду, вот что-то сюда нужно, какой-то обязательно еще цветок подложить. Достаточно символично, вот это просто так, чтобы он там был, чтобы он закрыл вот эту дырку между ними. Здесь, ну, дырка пускай будет, и то можно вот что-то вот, маленькую зависть какую-то, теневой здесь будет листочек, закрыть вот эти дыры. Тоже у вас получится как аппликация. А когда он перекрывает друг друга, это мы добиваемся ну, натуральности, то есть какой-то естественности. Так, еще раз вопрос какой? Ну вот у нас здесь место, я здесь, мне, наверное, ближе надо уже так, делать. смотрите, вот еще такой момент. Картине, абстрактной, не абстрактной, нужно какие-то направления, чтобы она не было статичной. В нашем случае, если мы нарисуем просто цветы по всей площади, у нас может получиться тупо коврик такой. Да. То есть нам нужно, вот у нас уже как-то образовалась восходящая диагональ. Вот так считается нисходящая, так восходящая. Вот они будут здесь, 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 вот так вот пойдут. То есть нам желательно оставить какой-то кусок без цветов. Мы его решим фоном, каким-то решим листьями. Ну вот, допустим, хорошо, чтобы вот здесь не будет. Можно вот тут что-то вот еще намекнуть. Но вот этот кусок, и пускай вот этот хороший кусок останется без ничего. Тут можно сюда вот советую что-то. Вот тут еще можно. И все. И все. Вот тут хватит вам вообще работы. Вот это не трогаем, да? Вот это не трогаем. Вот можно вот здесь вот, тут что-то и вот здесь. Ясно. Все. У нас будет направление, будет какая-то динамика. Ну, тут совсем маленькие такие, да, сделали? Да, и желательно, вот вы хотели отвернутый, вот, Да, вот помним, совсем. ось цветка, вот от него будет расходиться, вот его как бы задняя вот эта вообще сторона. задняя. Да, задняя. Да. Он будет вот так вот у нас, Да, ну, классно. решим уже, тут вот эти будут перышки. О, да, здорово. Тут можно и тут вот решить такое, чтобы повторить эту задачу. Вот смотрите, что касается вот этих пионов, вот здесь розовая, сейчас наведу. Вот нужно определиться, что у нас внутри. Вот такой достаточно красный, теплый цвет, очень насыщенный. Вот можно даже подчеркнуть его силу краплаками какими-то. Вот, достаточно мощный, практически без белил можно все это делать. И проложить, ну мы какой, вот этот, да? Да. Вот, ну допустим, вот, чуть-чуть можно для мягкости, чтобы по сухому холсту, максимально тонким слоем, максимально. И смотрите, вот здесь, как вот смотрим, здесь он в середине темный, тут уже темный не нужен, здесь немножко светлее нужен на периферии. То есть эта подкладка для нас будет являться и этим тенью от самих лепестков. Там нам нужно угадать, вот этот вот взять в этом участке, вот этот цвет в этом участке, тут сероватые такие, вот для этого участка. Так, тут уже немножко на высветление. Смотрим, быстрое сравнение делаем цвета, вот тут немножко просится холодную сторону чуть-чуть. Да. Определимся, во-первых, с какой стороны для нас цвет, потому что мы сейчас будем по разным как картинкам. Всегда, давайте. Да, цвет. Это так. Я уже тоже так классический, да. ориентируюсь оттуда. Да, в Классический. принципе, нам в училище всегда свет оттуда ставили. Да. Так, а вот тут серость вот эту, как мы добываем? Мы капельку зеленого делаем. В этот же красный, то есть мы погасили вот этот розовый, да, ну, дополнительный цвет. Вот такой он получается синий для этих лепестков. Вот такой яркий достаточно, да? Ну почему же он яркий? Ну, такой насыщенный. Насыщенный, да. Насыщенность проще погасить, чем потом добиваться. Так, тонально смотрим, чтобы не свалиться. Ну, главное, разбелки бояться, это самое главное. Картина, любой мазок на белом холсте, он всегда кажется темным. Это правильно. Он должен казаться таким мрачноватым, темным. Когда все забьется, вот эти цвета загорятся. Они не грязные, они хорошие такие оттенки. То есть вот, достаточно примерно. Не обязательно там полностью копировать все это, сидеть, тратить время. Достаточно
быстро нужно работать, особенно в первое время. Вот тут его нету желтого, но он пригодится. Вот потом вспомните это. Потому что такие, это наоборот обогатит немножко живопись, вот эти вот вполне себе случайные мазочки. Так, сейчас вот тоже. Никогда бы не додумалась до таких случайных мазочков. Сейчас будете дальше, я вам покажу. Вот тут, вот, видите, такой зеленоватый. И вот его тут нету, но в живописи вот такое бывает. Понимаете? Такие разные оттенки, обогащение цвета. Это, да, еще не, ну тут просто я не знаю, какой будет цветок. Если бы у меня были, я бы их рисовал какие-то розы, я обязательно вымазывал куда-то еще в цветы вот эту краску, понимаете? Ну, конечно. Она, во-первых, экономия краски, да, во-вторых, гармонизирует нашу картину. Все вот эти вот такие звуки, да, они перекликаются, эти мазки между собой. От подкладки очень много зависит. Ее не все недооценивают, так что-то, но она настолько влияет. Она сложность сразу придаст, да? Да. Так, ну, если потом грамотно сверху написать, а то можно и забить, наверное, все. Если... Можно, да. Ну, как правило, тут вся живопись такая: грамотная подкладка и несколько грамотных мазков сверху. Вот и вся живопись. Тут можно сразу наметить такие акценты, поставить тональные. Вот, придаст нам напряжение. Вот тут эти дырочки будут ограничить его, допустим, наш цветок. Нужно чуть-чуть объединить вот эти дырочки, тут, где у нас получились, и уже попробовать прямо сейчас взять мягкой кистью и искать вот эти цвета. Просто наметить. Мы не будем сейчас его пока решать. Пробуем пока аккуратно. Они внутренние будут темные, а светлые мы потом положим. Пока внутри у нас такое вот, они деликатные будут. Серединка. Да. Помним, опять же, о нашей серединке, где она. Вот это вот, куда сходится. И как бы в пионе там все хаотично, в обычном пионе, в отличие от там хризантем какой-нибудь, там хаос такой легкий. Вот большие лепестки, они сходятся, как-то более-менее в них логика есть, а вот эти, они почти без логики, но все равно нужно помнить, что они как-то вот смещаются у нас больше. Вот, понимаете, вот я веду, раз, я помню, где вот этот центр. К центру. Да. То есть все направлено к центру. Да, более-менее хаотично, но все равно какая-то логика в них есть. И вот максимальные цвета у нас, можно, кстати, в оранжевый что-то обогащать немножко. Максимальный цвет у нас не должен приближаться к белилам. То есть на несколько тонов должен быть все-таки темнее. Можно, да, не можно, а нужно, кстати, я забыл, решить сразу вот эти вот, чтобы потом не перекрывать их, то есть большие листья вот эти вот, сделать, свет им проложить. Так вот. Чтобы потом не понимаешь, не будет перекрыто вот этими вот. Да, сверху сейчас вот эти вот, я уже поняла, да. Что большие надо в первую очередь. Да, все правильно. Потому я что постоянно потом вот эти забываю. средние, они потом на них накладываются. Хотя бы намек дать. Вот это. Так, вот уже чувствуется, что здесь не хватает нам тональности. Темного. Да, темного. Вот это вот растянуть, вписать эту линию, постараться ее растушевать можно. И где-то просто без объяснения каких-то отзвуков, пускай будут. Понимаете? Вот так вот. Так, тут вот этот большой у нас лепесток. Полезно, конечно, чтобы фон уже был тоненький, то нам придется сейчас обрисовывать все это. Да. Потом придется заново сверху большие листы. Так, а это хорошо. Это тоже неплохо. Вот смотрите, вот я показываю. Вот у нас, допустим, фон будет вот такой вот, ну, с зеленым оттенком, но не зеленый, естественно. Вот у нас здесь он, допустим, должен. Мы немножко обрисовали вот такой. Какой-нибудь более-менее сложный, не простых, нельзя тупо зеленое класть. Вот мы проложили вокруг этого лепестка.
Тоненько стараемся, как он тут идет у нас. Так. И опустим. Потом, смотрите, потом вот так вот сухой кистью, тут краска есть, и тут. Краска везде есть. Уже можно просто отжатый, можно чуть-чуть взять это, чуть-чуть. И уже немножко. Так, вот. Видите, я залез на него, и он прозрачность дает. Да, вот так можно добиваться прозрачности. Но нельзя перетирать. Желательно один раз вот так вот сделать. Да, второй раз уже все забьется. Второй раз забьется. Уже не будет этих полосочек, вот этой тонкости не будет, прозрачности. Видите, тоже вот собираю вот куда-то туда, от начала лепестка, от его начала вовнутрь, так вот собираю. Тоже логики нет, я не думаю, как он там растет. Я примерно, очень примерно, очень как-то вот хаотично все это делаю. Ну да, вот мелкие такие. Вот такие кисти продаются они. Да, они сразу круглые продаются. Но они мягкие, это я ее проклеиваю. Кое-где можно брать такую достаточно плотную краску, ну то есть уже чтобы мазок чувствовался. Тоже, особенно на центральных объектах, это очень хорошо. Но это ближе к концу будем делать. Да, не забывать объединять. Вот это у нас игра постоянная на смеси такого жесткости, где красиво получилось жестко, там лучше оставлять. Где-то объединять, чтобы была вот такая вот как бы, ну, где-то жестко? Да, не жестко, по всей поверхности. Это очень важно. Еще не зацепил этот цветок. Вот как он бывает такой, знаешь, вот почувствуешь его и сразу раз, пошло, что-то не очень дается, но вытянем. Так, Наташа, давайте сейчас сами. Давайте. Я вот соседний попытаюсь. Давайте. Типа того сделать. Да. Внутри теплое, горячее. А вот на лепестках тоже вот сюда вот эти места? Тоже, но тут как бы и зеленый будет присутствовать. Или это вот такой тут зеленый будет? Да, вот нет, вот в эту же краску чуть-чуть можно капельку зеленого. В светлых цветах очень много зеленого. Даже, или бирюзы даже захватить. Прямо уже вот так. А тут вот этот вот такой, ну, правильно взяли, насыщенный, практически без беды. И что-то желтые оттенки. Вот. Можно зеленого немножко зацепить, разотрется. Смелее немножко. Это все цвета хорошие, они пускай не такие, как в натуре, но цвета хорошие, они такие должны быть в цветке внутри. Так, немножко стараться потоньше. Если толсто, мы это, вот я забыла здесь выбрать тряпочкой лишнее. Вот. Да, вроде он туда забивается. Это неплохо, когда совсем минимальный слой. Потом можно больше наложить, да? Да. Ну, вот примерно вот такие вот сложные оттенки. У нас, вот я почти не вытираю эту кисть, она смешивается вот это вот. Получается такой достаточно благородные оттенки. Пробуйте что-то. Старайтесь, чтобы вот этих пробелов не было, они мешать будут. Так как-то помощнее кисть давите. Здесь у нас просто же вот так вот. Тут, смотрите, Наташа, тут, да, правильно, не обязательно регулярно делать все вот синим таким, вот какими-то такими разными, вот такими, что у нас тут будет, мы еще не решили, да, там что-то будет. Ну вот мы просто не линию видите, а вот такие вот какие-то пионы вообще они такие дырявенькие все, вот это вот подчеркивать нужно.
вот эту дырявость пионов, особенно спелых. Где там дырочка, дырочка, дырочка. Но только они тоже такие, думать о цвете нужно, они, как правило, в листве теплые очень, теплые, такие коричневые, вот эти вот все теневые места листвы, зеленые. Тут она вообще черная в оригинале. То есть о цвете тоже нужно думать. Вот, в принципе, вот этого вот уже достаточно, вот этого окружения, чтобы уже накладывать. Так, это у нас тоже цветок был. Так, ну давайте, смотрите, берите кисть круглую. Вот все серединки. Ну, можно, да. Вообще, ну, желательно вот сейчас нижние вот эти листья обозначить. Большие мы сейчас. Большие. Сейчас будем большие. Да, можете вот это вот. Уже намаслиться. Так. Берите цвет любой какой-нибудь такой, желательно теплого оттенка. Как вот здесь? Ну тут фиолетовый, любой примерно. Мы же не такой же цветок будем делать. Да. А мы какого будем его? В основном с фиолетовым оттенком или с розовым? А вот смотрите, вот в чем дело. Если мы сейчас начнем белые оттенки на него накладывать, нам же и подкладка вся эта сыграет. Вот она даст, мы даже вот эти краски, если мы ложили вот эти фиолетовые сюда, они уже будут другие желтые. Уже, да, будут совсем другого оттенка вот эти вот подкладка влиять будет. То есть примерно какого-то белого, ну я бы сейчас не знаю, я наверное даже зеленоватым взял. Ну, попробовать, знаете, вот такой вот неопределенный теплый. Вот, идет он, не идет. Вроде как. Вот смотрите, мы залазим на фон и все, один раз не затираем. Не затираем ни в коем случае. Как получилось, так получилось. Потом, если будет совсем некрасиво, поправим. Так, вот видите, вот это цепляется. Как вам объяснить? Вот это красивые оттенки. Неопределенные, грязные. Вот все, ни в коем случае не трогать это место. Беречь как зеницу ока. Вот удалось пару мазков таких? Вот. Так. Поменять немножко цвет. Так. Ну, а потом тут уже световые. Пускай вот снизу пока вот так останется. Не очень светло, а здесь уже более светлыми такими. Тут еще, подождите, не хватает, вот прям просится мазок оранжевого, там где сердцевинка. Вот его в натуре. Вот смотрите, это же очень важно. Художник должен преувеличивать натуру. Там их нету, этих оттенков. Я не знаю почему, но вот они должны, в живописи они должны быть там максимально преувеличенные оттенки. Но нельзя преувеличивать зеленое, нельзя преувеличивать синее. Вот это нельзя. Можно желтые, оранжевые, красные и фиолетовые преувеличивать. Это очень красиво. Может, это дело вкуса, не знаю. Может, кто-то сваливается в холодную гамму, есть такое. Ну, вот как по мне, вот вся лучшая живопись, она такая достаточно теплая, а холодные оттенки, зеленые и синие, они только подчеркивают вот эту теплоту и вот эту вот игру теплого. Вот в чем дело. Ну, согласны или нет, но это дело вкуса. В общем, смотрите, старайтесь преувеличивать. Мне нравится, все, что... когда желтые и красные играют на цветах, вообще красиво. Давайте, пробуйте. Вот тут попробуйте поискать в серединке уже такие, сначала не на всю мощность белого, сначала такие приглушенные. Так, у нас сюда они все сходятся. Вот, смотрите, где у нас центр, покажите вот пальцем. Здесь. Правильно, правильно. Вот всегда нужно чувствовать эту сердцевинку. Ой, я сейчас напишу. Но это ваша учебная работа. Ну да. И где-нибудь сюда. Все правильно, да. Я даже тут не знаю. Немножко однообразный цвет. Немножко обогащайте, цепляйте немножко. Какой цеплять? Ну, какого-то и красненького зацепите, и оранжевого можно, и желтенького. Не обязательно слишком перетирать. Не то, что не обязательно, а вообще желательно особо не перетирать. Чтобы вся цветочная живопись, она такая вот. Вот видите, прожилка приятная такая получилась. Много так. Такие два мазка хороших. Вот смотрите, Наташа, очень важно.
Они, согласитесь, вот очень красивые Да. два. Если вы сейчас добавите еще третий, четвертый, они Неплохо пропадут, уже будет, да. они девальвируются. Мгм. Так что желательно поменять уже оттенок какой-то и попробовать. Вот такой. Ну, немножко не такой, да. Светлее хотела я. Давайте я, чтобы скорее было. Вот, берете смелее масло, то вы слишком уже экономите. Сюда, допустим, бирюзы, где-то раз, где-то захватили вот эти нам уже ненужные грязи, где-то вот от цветов, которые осталось. Вот такими мазками не затирать вот так вот, а вот так вот, чтобы это было какая-то... Мы, может, уже и не вернемся сюда за все время, так и останется. Вот должно быть на этом этапе что-то, какая-то вот укладка, то есть культура укладки какая-то должна остаться, не затертость. Так, вот темненького для напряжения. Для напряжения можно с краплаком. Вот так вот. Тут у нас будут какие-то листики. Так, листики у нас будут на базе зеленого и коричневого и краплаков. Такие не зеленые, естественно. Вот смотрите, также набираю с одной стороны Темнее, светлее. темнее, светлее, и вот так легко чувствуешь, пробуешь, получится, не получится, не всегда получается, но часто удается зацепиться. Что-то не очень, но мы еще поправим. И на натуру я вообще не смотрю. Главное, смотрю, подходит, не подходит цвет. Ну да. Это уже натура, с фотографией, когда работаешь, она Ну, тут очень... уже нечего Да. смотреть на натуре. Да, она вся очень яркая, жесткие цвета. Да. И она, вот правда, вот у меня была большая ошибка, когда я учился. У меня фотографичность тянула, я никогда с живописи не рисовал, я рисовал с фотографии. И у меня такая вот она жесткая живопись, такая достаточно, с этим бороться надо. Так, сейчас немножко напряжения. Тут не хватило тональности. Тоже, когда мы добавили вот здесь темноты, у нас и здесь. И здесь сразу просится. Да, просится. Потому что это такие вот друг на друга все влияет, все сравнивается друг с другом. Вот это чистая краска крапло-фиолетовая. Она темная. Вот можно где-то в зелень, очень полезно. Вот там что-то, видите, такие цветочные звуки. Понимаете? Что-то там, да, без объяснения, там какие-то лепестки. Класс. Никакого объяснения. Если будете задумываться, рисовать, вы застрянете. Вы за день сделаете вот такой участок. Если не задумываться, отпустить какую-то смелость немножко Я дать знаю себе. это состояние, когда голову отпускаешь, но это надо знать все равно, что надо делать. Наташа, можете брать уже прям большую кисть, вот такую. И положить Да. основные. Основные вот эти такие Так, они у нас розовые будут. розовые. Ну, Да. наверное, розовые. Розовые. Так, вот такой розовый берем, да? Ну, смотрите, да, более теплые. Вот это холодное, это более теплое, это вообще теплое. Хотя они все краплаки холодные. Но, понимаете, мы же на живопись это сравнение. Мы сравниваем между собой вот эти цвета. У нас есть холодные, более холодные красные. Вот это по сравнению с ними, вот эти красные, они же прямо горят, они горячие. Ну да, горячие. Да. Ну, что-то какой-то у меня цвет получается. Ничего, что такой будет, не очень яркий. Ну почему? Вот такой, Достаточно да, берем? яркий. Тут уже, смотрите, вот у нас на вот этой подкладке у нас уже почти все решено. Да. Прости, нам достаточно несколько мазков. Кстати, не обязательно тонкой. Можно пастозно наложить грубой кистью, чтобы не было все вот такое вот нежное. Ну, неважно, можно и нежное. Вот буквально в грамотных местах здесь, тут подчеркнуть 2 лепестка, это будет читаться как пион и достаточно живописно. Да. Ну, не знаю. Попробуйте, пробуйте. Я сейчас всю эту подкладку испорчу. Ну, ничего страшного. Потому что такие лепестки я сейчас не положу так просто. Вот, отлично. Смотрите, прозрачно, с полосками, более-менее читается. Вот
уже не лезьте даже в это место. Это темнее нужно сделать или такой же свет? Делайте такой же. Так. Да, немножко темнее нужно. Темнее. Давайте, смотрите. Нет, не обязательно брать темнее, достаточно отжать кисть. Там же у нас темно снизу. И попробовать просто... Да, вот видите, и он погасился, смешался с фоном и погасился. Понятно. А вот этот листок мы оставим вообще на потом, да? Да, это можно потом. Можно вот эти вот, они такие немножко боковые, как бы получается. Их вот так вот боком лучше. Вы знаете, нет, скорее всего, да, я бы взял вот такую кисть, типа рыбий хвостик, который я недавно порезал. Такого нету. А, да, я видела на мастер-классе уже. Серединки. И попробовать просто. Делали. Тут что в ней хорошо в этой кисти? Ты не можешь контролировать сразу, когда быстро работаешь, сразу два мазка. Ты контролируешь только один. И второй как бы получается бонусом таким. То есть второй кладется случайно. То есть здесь получается один ты чувствуешь, куда положится, второй у тебя идет как бы случайно, а случайность это всегда хорошо в живописи. Особенно в цветочной в этой. Вот. Пока не буду, боюсь, переборщить. Тут вещь такая. Тут у нас и сиреневые пригодились. Хотя, у меня привычка, но это привычка хорошая. Работать по всей картине. Вот, что-то вот, пару дырочек, что ли. Ну, чтобы его очертить. Пока вот так. Так, сейчас Наташа показываю. Проложили. Теперь лишнее масло выбираем, промакиваем. Сколько лишнего. Потом, вот, у нас тут почти не осталось следов от тряпки, но если они остались, тогда смазать немножко, чуть-чуть объединить вот этим, растушевать, но не перегрязнить, это тоже важно. И теперь уже все пытаться брать этот цвет. Пока деликатно. Большой кистью это дело нужно. Да, они внутри будут тепловатые такие, которые к низу, они такие тепленькие. А уже поверху явно. Хотя у нас тут и солнце, мы так и не определились, то ли у нас солнце, то ли не солнце. Ну, что-то у нас такое. Живопись у нас. Да, у нас что получится, то и получится, то и слава. Я не смотрю на цветок, я чувствую ось вот эту и приклеиваю к ней какие-то типа лепесточки. Вот и все. И какие-то вот еще нелогичности какие-то. Они важны. Какие-то вот. Вот можно потыкать. Так. Можно внутрь полезно какой-нибудь взять тепленького. Там бывают такие намек на распустившийся пион. Просто намекнуть, что там есть какая-то теплота. Ну, тут можно. И чуть-чуть можно приглушить. Вот, попробуйте еще, может, каких-то сверху. Вот можно сделать вот этот ему. Для этого, кстати, уже очень полезно брать большие кисти. Вот типа, чтобы не вести линию, а брать прикосновением одним. Вот берется этот краплак. Вот он у нас, я тороплюсь,
И это хорошо. Он вот у меня мажется вместе с соседними цветами. Угу. Не очень перемешивается краска. Вот. Я просто так немножко не хватило. И он зачастую, часто, очень такой живописный получается мазок. Вот так. Просто прикосновение. Я его не веду, а вот как-то. Потом можно где-то вымазать кисть. А давайте вот здесь также вот этот лепесток вот таким прикоснемся. Давайте. Маленько выйдет сюда. Где-то вот здесь? Ну, наверное, я не знаю, что это. Цвет. Чуть-чуть не такой, да. Так, он тут должен тепленький быть. Каким-то вот таким. Пока Наташа не стоит трогать. Да? Вот это потом мы заполнимся. Оно может и хорошо, какая-то недосказанность, может. Ну, сюда нужно что-то еще быть. Ну, чуть позже. Так, вот такими кистями рисовать нельзя, вот набирать краску. Они чисто деликатные для таких вот окончательных работ. Так. Потом все это просто растереть. Так, вот создаем окружение такое. Чувствуем же, я не знаю, как это объяснить, но вот нужно чувствовать сочетание цветов, чтобы не было ни ярко, ни кричало. Тоже можно слегка объединить. Все это. Это у нас будет, поскольку он периферийный, он будет такой мягкий. Есть, и потом взять какую-нибудь подходящую кисть, попробовать поискать вот эти теневые лепесточки. Вот я вот чуть-чуть прикасаюсь, и иногда вот достаточно, чтобы, ну, то есть нам понятно, что там цветочек. Он не должен активно быть прописан, он должен быть вот так, такие какие-то листочки. Действительно, но нет, вот вроде толстая, разбилась вот, видите, хорошо. Вот Отлично. Что-то. Ну, такие вещи делаются уже на последнем этапе, как украшалочки такие. И их, говорил я или нет, их тоже не должно быть много, иначе можно все испортить. Будет все такое. Полосатое будет. Да, оно девальвирует очень сильно друг друга, вот эти вещи. Их должно быть в центральных вещах где-то вот, я даже нарочито, у меня и хорошая вещь, я ее тогда сглаживаю, чтобы больше какой-то центральный такой удачный мазок, я убираю растушевкой соседней, понимаете? Без холодных оттенков у нас теплое не зажжется. То есть холодные оттенки тоже нужны. Вот. Перекличку делаем цветов, оттенков. Какой живописный цвет. Желтый вообще, то есть охра, желтый с сиреневым, ну, сочетание, по-моему, самое красивое. Вот эти вот такие. Так, как у нас будет? Я уже потерял рисунок, ну туда будет смотреть, да? Да, туда. Вот приблизительно делаем ему немножко окантовочку, чтобы это читалось логично, куда нам. Забудьте о зеленом. Зеленые должны только намеки на зеленые оттенки. Намеки. И кое-где можно пустить ярко-зеленый, чтобы зажечь, показать, что у нас все-таки в палитре присутствует зеленый, что мы не обделены чем-то, что у нас палитра полноценная. Ну, кое-где. Потом еще мы вернемся к этому. Туда собирается что-то. Вот она смешивается с этой краской, которая у нас в подкладке, обогащает друг друга.
какие-то вот мы показываем, понимаете, вот уже напряжения такие более-менее цветовые. Вот подчеркиваем его, куда он расходится, куда. Так, можно немножко обобщить вот это вот слишком откровенный цвет, вот этот желтенький. Он неплохой цвет, он хороший. Но можно чуть-чуть снять его напряжение белилами. Белила ахроматик снимает насыщенность моментально. Вот уже раз, уже все, сняли это напряжение. Теперь сверху попробовать еще каких-нибудь. Светлее хотите, да? Да, да? светлее, да. Немножко можно. Так, достаточно хаотично. Вот он спелый пион, он такой вот какой-то вот. Да, взрослый пион, он тем и красив, что он, как и взрослая роза. Роза молодая, она, в ней есть логика, она тоже своеобразная красота, в ней упругость, а взрослая роза, которая уже рассыпаться начинает, она уже другая красота у нее, она такая спелая и хаоса много, то есть случайности такой. Вот, и то же самое пион, он красив, когда он рассыпается. Вот еще такой важный момент. Я не знаю, как вот такие углы забивать, каким цветом. Вот он главное, чтобы сочетался с этим. Вот тут ну, вот чувствуешь, что сочетается, и забиваешь как-то немножко. Потом мы еще поправим немножко, когда общая картина, нам что-то может придется вводить или холодного, или теплого. Но вот этот с этим сочетается и не противоречит основному. И можно уже и взять и зарисовать весь угол какой-нибудь такой красочкой. Это можно сиреневым. Когда картина с таким драйвом написана, вот, когда вот торопишься, это настроение остается в картине. Понимаете? Да. Такая вещь. Так что старайтесь особо так вот посмелее, понаглее, по размашистее. Это все останется, уже вся эта энергия останется в картине. Да. Я просто домой приду, попытаюсь пару раз еще почти то же самое вот написать. Да, ну не то же самое, ну почти, там все равно так не получится. Но, по крайней мере, я попытаюсь закрепить вот эту логику самого развития сюжета. А там потом смелость какая-то появится уже. Надо закрепить, а потом появляется вот эта свобода. Да. Вот. Ни в коем случае не забывайте о разнообразии оттенков. В нем должны быть все оттенки. И розовенькие, там, и оранжевый, пускай мазочек будет. Это очень важно. Не смотрите на натуру, пускай у вас будет такой вот набор случайностей. Нет, что там больше фантазии. Да. Просто касаюсь, даже не веду, это чуть-чуть прикосновения такие. Ну попробуйте, вот почти сухая, попробуйте потрогать вот этот цветочек. Нет, под прямым углом, пряменько, вот буквально прямо. Касания такие. Вот так. Вот разными размерами кистями там что-то можно и наметить. Так, вот такие теневые намеки. Вот уже когда избавились, тут уже намного проще чувствуется, что куда нужно. Как бы. Вот разбелки у нас нету, у нас все грамотно. Есть такая программа, вот сейчас могу показать даже зрителям. Программа Mono. Сейчас попробуем. Так, вот она меня выбивает постоянно. Так, фильтр номер 1. Вот, и через нее так, вот посмотреть. Ну, то есть ошибок нету. Да, мы читаем, и, кстати, мы чувствуем, что вот сюда
не хватает для равновесия чего-то темного акцента, пятнышко, да, потому что равномерно. Ага. Вот. А так ошибок нету, все читается, нету разбелки, нету перетемнения. Ну, вот смотрите, такие кончиком, такие нелогичности, без объяснения. Он не, вот мазочек какой-то, он как бы, вот еще другой кистью, как бы, неважно, откуда он пришел, куда, вот он, просто вот есть и есть звук такой. Но не нужно пестрить, это тоже важно, чтобы в пестрячесть такую не вдариться. Это очень легко. Когда времени много, работаешь, смотришь, оглянешься, а тут коврик такой пестрый. Ну, это плохо. Что-то смягчаем. Так, тут все хорошо, тут можно смягчить. Давайте еще сделаем одну промежуточную фотографию. Давайте, сейчас же. Сейчас немножко смягчу. Вот очень хорошо, я говорил или нет, вертикальные мазки переносит любая картина, когда ее не в разных, иногда бывает и в разных хорошо, но вертикальные вообще идеально смахивает. Вот видите, ни следов, ни как какой-то дождик такой. Постоянно вытирать нужно. Там краска будет. Грязниться, да. Чтобы кисть была сухая. Она, кстати, кисть заодно, сухая кисть выбирает лишнюю краску очень активно. То есть на нее ж налипает, раз. Там, где это не нужно, можно просто выбрать кистью краску. Так. Теплая. Можно чуть-чуть обобщить. Школьной кисточкой можно наметить какие-то напряжения такие. То есть вот у нас вот это расходиться, вся красота должна. Там и зеленый должен мелькать, в белом очень много зеленого. Так, и уже тут проложить, попробовать. Можно вот так вот приложить кисть, попробовать ось его вспомнить, как он, чтобы не ошибиться. И немножко кривая, очень некрасиво смотрится. Он должен так четко, не знаю, как это объяснить, но вот вы поняли. То есть легко кисточка ищется, очень легко. Чтобы точно ось была. Да. Потому что если не туда пойдет, то будет уже ощущение. Ощущение кривизны как-то. Здесь не забываем, выкладываем красочку. Такого нету, в смысле не. Не, ну понятно. Да, ну это живописно, да. Пускай будет. Более, там, мало ли какие блики. Да. Блики или какой-то листик. Как цветы какие. Так, не забывайте о рефлексах. Если где-то красные, но здесь их нету рядом, ну вы знаете, то, что рефлексы обязательно нужно подчеркивать. В живописи все живет за счет рефлексов, ну и в мире вообще. Все за счет отражения, иначе не будет материальности. То есть чуть заметили, даже преувеличивая, что там есть какое-то вот отражение. Особенно белое очень воспринимают. В белом самом же. Да. Ну в белом и во всем блестящем. Ну, не забывать о тени. Вот я замазал тени, нужно пустить. Вот здесь не хватает жесткости. То есть
тональной жесткости. С зелененьким. Синий-зеленым дает такой вот, холодный. Ну да, такой вот типа. Не знаю, построение какое-то. Угу. Ну, такой очень подходящий под этот цвет. Да, да, вообще да. идеально. Вот Да, у нас все это было на дизайне очень много цветоведения, и мы такие выкраски сумасшедшие делали. Ну, тоже красиво вот этого рыжего и зеленого. Да. Сейчас. Художник. У вас уже все, живет живописец. Да. Осталось немножко ему дать опыта, то есть попрактиковать. Угу. Захотелось сразу эти шарики нарисовать. Ага, да. Сейчас листики. И здорово получается. Ну, прям такие. Вот это делается плоскими кистями. Да, я уже поняла, что с острыми краями, которые. Не знаю, как это объяснить, вот, чтобы было напряжение прямо в мазке, на палитре. Оно тогда передается, вот эта вот недомешанность такая с напряжением. Вот иногда, но до того удачно. И на краске, краски на кисти много, и вот тогда можно в несколько мест вымазать. Бывает. Елки-палки, что? Такие касания хорошо. Можно поискать, а потом не самые удачные снять мастихином, и, ну, чтобы не было пестрости. Ага. Да, часто синят вот эти лепесточки. Да, они все такие синие. То есть, опять же, как и здесь разнообразие должно быть оттенков, также должно быть и разнообразие листвы, богатства. В пионах часто вот такая вот краснинка есть. Можно смело брать краплав красный, допустим, или вообще фиолетовый. Еще вот дотронуться. Так, это очень темное. Видали вы такие вот сердцевинки? Это момент очень деликатный. Вот 1-2 сделали в 2 местах, больше нельзя. Нельзя все перетыкивать. Вот, да, иначе будет как оспа такая. Оно бывает в натуре даже все усыпано вот этими красненькими листочками. Но это такой немножко моветон будет, если все везде вот это сделать. Вот достаточно в одном месте где-то. Если не очень удачно, попробовать снять. Ну, вы поняли, вот это вот момент. Часто у них внутри такая зависть. Вот уже, кстати, на этом этапе не нужна ни фотография, ни операция, уже не на что. В смысле, уже опираешься на саму картину. Она уже как-то просит сама, где ее нужно украсить. Согласны? Да.
А уже какая фотография? Да, уже фотография даже тормозить будет. Да. На фотографии можно вернуться к фотографии, посмотреть, как там бутончик этот расположен, как, понимаете, как, как листик какой-нибудь. Не забываем про эти дырочки. Всякие абсолютно, ну не абсолютно, но так примерно чувствуется. Всегда очень хорошо украшают. Усложняют. Широкой кистью вот этой делать такие, знаете, толщину листочка. Да, я делала. Кое-где. Вот. Везде не нужно. Вот. Да. Чуть-чуть, чтобы тоном отличался, не нужно, чтобы он там горело. Чуть-чуть, вот где-то намеками. Не вести, а вот только прикоснуться. Большой кистью вполне можно рисовать какие-то мелкие вещи уголком. И это очень развивает моторику, нужную художнику. Очень. Вот она, вот рука вот так вот работает. Вот все положения, как у, знаете, роботы, которые собирают машину. А когда у тебя тоненькая кисточка, она может там, ну, делать вот так положением, так, ну, то есть не нужно вот так вот работать, а это... То есть нужно работать до последнего момента, пока справляется инструмент, желательно работать с большим инструментом. Никогда не забывайте о зеленом цвете в белых цветах. Там родной всем лепесточками. Уже кончик иногда зацепится за цвет, и плохо получается. Так, вот где-то еще тональных таких акцентиков можно вот для веса, для материальности. Там где-то уместно. Ну, чтобы не пестрило, не рябило тоже, конечно. Конечно, нельзя все растушевывать, тоже тогда это плохо. Что-то вот нужно чувствовать, где нужно оставить резкость, где снять. Согласны? Да. Нам нужно то, что нам нужно. Да, нам не нужна ботаническая